Всем привет! Мы в Каше, самом романтичном городе Турции. Каш ценит за непередаваемую атмосферу, живописные виды и классные пляжи. Не будем затягивать, пойдем знакомиться с городом. Посетив однажды город Каш, надолго попадаешь под его обаяние. Городок совсем небольшой и в первую очередь ориентирован на туристов. Атмосфера города расслабленная, вокруг очень красиво и по-домашнему уютно. В прошлом Каш имел название Антифелос и был важным торговым портом Древней Ликии, оставив в наследство уникальные исторические объекты. В городе сохранились древние саркофаги и ликийские гробницы. Расположены они в разных уголках города и, несомненно, считаются главными символами Каша. Отдых в Каше неспешный и спокойный, и многим приходится по душе. Особенно город ценится среди самих турков, но и наших туристов здесь предостаточно. Даже несмотря на большую отдаленность от аэропортов, желающих здесь побывать становится все больше. В Каше нет больших отелей и роскошных ресторанов. В городе даже нет ни одного торгового центра. Благодаря этому город сохраняет свою утонченную атмосферу, которую так любят и ценят многие путешественники. Каш расположен на побережье моря и с трех сторон окружен высокими горами и сосновым лесом. Он огибает небольшую бухту дугой, напоминающей бровь. Собственно, так и переводится его название с турецкого – бровь. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun. В старой части города находится главный исторический символ Каши – львиная гробница. Это внушительных размеров саркофаг чудом сохранился до наших дней. Греческое прошлое сильно отпечаталось на облике города. Небольшие домики с белыми стенами больше напоминают греческую деревушку, чем средиземноморский курорт Турции. Каш весь пронизан узкими улочками, состоящими из красивых старинных домов, многие из которых превратились в отели и рестораны. Многие заведения имеют оригинальное оформление, и смотрится это весьма интересно. Город кажется сказочным, и даже небольшая прогулка способна поднять настроение. На улицах достаточно много ленивых фотогеничных котов. Как правило, четверолапые неспешно прогуливаются по улицам или спят, и всегда будут рады, если вы захотите немного с ними поиграть или угостить какой-нибудь вкусняшкой.
Прогулки по вечернему Кашу очень приятное занятие, но наверняка ночью город выглядит еще краше. Подождем, когда стемнеет, и вернемся сюда снова. Большинство яхт, которые стоят на набережной в Каше, каждое утро отправляются на экскурсию к острову Кеково. Обычно морская прогулка длится целый день. Маршрут проходит вдоль острова Кеково до древнего города Семена, а уже после лодка возвращается обратно в Каш. И, конечно же, на протяжении всего пути есть остановки в различных живописных местах, где можно поплавать. Затонувший древнеликийский город на острове Кеково является главной исторической достопримечательностью этого региона. В древний период город был известен под названием Делихисты, который частично затонул в результате сильного землетрясения во II веке до нашей эры. Остатки затонувшего города можно увидеть прямо с лодки, которая близко подплывает к побережью острова. Самой дальней точкой морской прогулки является древний городок Семина, или по-турецки Каликой. Остановка здесь длится всего пару часов. За это время нужно успеть посетить самые главные достопримечательности и насладиться атмосферой этой милой деревушки. Здесь всего несколько улочек, которые ведут наверх к крепости, где находится небольшой амфитеатр. А еще в деревне можно найти парочку небольших кафе и магазинчиков. Наполовину погруженный в воду саркофаг является одной из наиболее часто фотографируемых достопримечательностей Семены. До него можно легко дойти пешком и даже заглянуть вовнутрь. Одной из остановок для плавания стала очень живописная бухта с названием Терсанен. В ликийский период здесь находилась судостроительная верфь, церковь, несколько башен и прочие городские постройки. Бухта небольшая и невероятно красивая. Вдобавок особый интерес вызывают два загадочных белых дерева, которые растут возле руин. До этого места можно легко доплыть с лодки и прикоснуться к таинственным артефактам древности. Сегодня мы приехали в небольшой городок Турции Демре. Он знаменит в первую очередь тем, что здесь находится древний город мира, а во-вторых, считается родиной святого Николая. Что же мы знаем об этом человеке? Греческое имя Николас в христианстве почитается как Николай Чудотворец. Казалось бы, при чем тут Санта-Клаус? Да-да, тот самый дедушка, раздающий подарки на Рождество, является прообразом святого Николая. А еще город Демре известен церковью, в которой был захоронен Николай Чудотворец.
Несмотря на свой древний возраст, в церкви прекрасно сохранились настенные фрески и росписи, а также мраморный саркофаг, в котором когда-то хранились мощи святого. В XI веке, когда над церковью нависла угроза, итальянские купцы украли мощи святого Николая и на своем корабле перевезли их в город Бари, в котором они находятся и по сей день. От автовокзала в городе Демрем до самой главной достопримечательности можно дойти пешком, где-то минут за 20. Центр города быстро переходит в сельскую местность, окруженную большими теплицами, небольшими домиками и гранатовыми деревьями. В такой обстановке сложно поверить, что рядом находится просто невероятное древнее чудо. Древний город мира поражает своими скальными гробницами. Только ради этого зрелища сюда стоит приехать. А еще поблизости расположился один из самых крупных амфитеатров в Турции. Вот на улице стемнело, вот и вечер наступил. Пора наконец-то расслабиться, насладиться закатом, погулять по городу и поужинать в каком-нибудь колоритном ресторанчике. И для всех этих целей Каш – идеальное место. В городе нет каких-либо ночных клубов и шумных вечеринок. Эстетика города совершенно другая. И в первую очередь Каш романтичный и яркий, с невероятно милой и уютной атмосферой. Город быстро располагает к себе. Побывав тут всего пару дней, кажется, будто прожил здесь уже 10 лет. Довольно быстро привыкаешь и чувствуешь себя комфортно.
Нагулявшись по улочкам старого города, можно дойти до маяка. Это одно из самых романтичных и уединенных мест в Каше, с прекрасным видом на город. Приятно провести время можно также в старом амфитеатре. Вход сюда свободный, хорошо освещено, а бонусом этого места станут пушистые зверьки, которые обычно заняты охотой за вкусняшками туристов. Настало время узнать, как обстоят дела с пляжным отдыхом. Начнем, пожалуй, с полуострова Чукурбак. Он довольно большой по площади и находится в 4 километрах от центра Каши. Полуостров целиком состоит из небольших вилл и отелей, в одном из которых остановились и мы. Чукурбак – лучшее место в Каше для тюленевого отдыха. Море находится в 2 шагах от отелей, берег скальный, поэтому спуститься к воде можно через лесенки, понтоны и площадки для прыжков. Море здесь чистейшее, с богатым подводным миром, поэтому маску для плавания нужно брать обязательно. Как правило, у каждой гостиницы есть свой пляж, но приехать и отдохнуть сюда может любой желающий. Для постояльцев отелей лежаки и зонтики бесплатны, но за кафе и бары нужно платить, так как в Каше вообще нет нигде отелей all inclusive. Имейте это в виду. Пляж Энджи-Багас расположен в самой узкой части полуострова Чукурбак и является одним из самых популярных общественных пляжей в Каше. Он разделен автомобильной дорогой на 2 берега, не похожих друг на друга. По одну сторону дикий пляж с открытым видом на море и греческий остров Кастелариза. На этом берегу более ветрено и больше волн. По другую сторону ухоженный пляж с видом на большую яхтенную бухту. На этом берегу море намного спокойнее. В отличие от дикого, здесь уже имеются некоторые удобства – лежаки, зонтики и кафе. Пляж Энджи-Багас находится на выезде с полуострова Чукурбак, откуда добраться до центра Каши можно уже пешком, минут за 20. По пути можно полюбоваться с небольшой высоты яхтенной мариной, а пройдя еще немного дальше, находится амфитеатр с видом на море, который был в сюжете про ночной Каш.
Отдыхая в Каше, конечно же, стоит приехать на пляж Капуташ. Он входит в топ самых красивых пляжей в стране и часто встречается на рекламных буклетах наравне с Голубой лагуной в Элю-Денизе. Приехав на пляж, не спешите спускаться вниз, насладитесь моментом, захватывающим видом и красотой этого живописного местечка. Спустившись к морю, величие пляжа становится под вопросом. Много людей, вокруг суета и очень жарко. Но несмотря на это, пляж оставляет хорошее впечатление. Здесь очень комфортный заход в море, приятный песок и мелкая галька, а море чистое и очень теплое. Напоследок посетим еще один известный пляж в Каше – Буюк-Чикыл. Он находится в живописной бухте, погружение скал. Добраться до него не составит труда, всего 15 минут пешком от центра города. Пришло время прощаться с этим милым городом. Оставайтесь с нами, скоро увидимся снова.